Открывайте, не стесняйтесь. Full глаз, окей? Друзья, добро пожаловать во Владивосток. Именно отсюда начинается наше путешествие в страну, про которую слагают немало легенд, самую закрытую, самую секретную страну — Северная Корея. Мне с моими габаритами, конечно, не очень удобно здесь сидеть. Наконец-то мы выезжаем из аэропорта. Практически после полета провели мы 2 часа. Одновременно. На улице холодно, чтобы вы понимали. Вот в рубашечке плясать это не очень сейчас весело. Мы в толстовках мерзнем. Наверное, для нас поставили он сзади тех 3 девушек. Музыка для кого? Для работников или для растений? Мне говорить только хорошее нужно. Я сейчас просто офигел, если честно. Вот этот вот дядька принципиально стал спиной, чтобы не смотрели и не снимали. Как за нами наблюдают. Ну, самый дешевый. Нельзя? Всем, наверное, интересно, как выглядит северокорейская виза. Вот так вот. Но опять же, нам ее дали неправильно, потому что еще один день я могу находиться в Северной Корее. Ошиблись датами. Я думаю, все это поправимо. И я первый раз в жизни вижу в аэропорту столько солдат. Ну, ребята уходят на СВО. Просто битком полный аэропорт. С туристов по факту 10%. Все остальное солдаты. Люди рвутся в бой. Уже выстроились все. Все очень хотят в Северную Корею попасть. Боятся опоздать. Заходите, постойте здесь, да, мы посмотрим, все прошли или нет. Пожалуйста. Пока стюардессы ушли, можно сказать, атмосфера напряженная. Стюардессы как роботы ходят и смотрят. Ну, я просто смотрю внимательно за камерами, за айфонами, за телефонами. Все, что снимает видео, быстро впадает в их взор. Снимать вообще нельзя. Сразу подбегают, удали кадр. Не знаю, сколько лет самолету, но он очень шумный. Главное, чтобы долетели. И вот сейчас перестал петь музыка корейская. А так что-то пело из старого рваного динамика. Добро пожаловать в сказку. От шума самолета еще даже на земле начинает закладывать уши. То есть при турбулентности все это может посыпаться на голову. Ну, давай уже стартуй. Мне с моими габаритами, конечно, не очень удобно здесь сидеть. Еще чуть-чуть, и мы оторвемся. Обязательно к заполнению вот такие вот декларации, что возите. Ну тут еще вот непонятно. Нужно расписывать все, сколько телефонов, сколько камер, пауэрбанков, света. То есть абсолютно все. Все, что связано с электроникой. Деньги, если больше 10 тысяч долларов. В принципе, такая бумажная волокита. Еда от корейских авиалиний. И бутылочка китайского виноградного какого-то спрайта. Ну, похоже на него. Кореей пахнет. Довольно-таки неплохо. Приходится снимать как шпиону. Постоянно прятать камеру.
Между прочим, тут кроме трех стюардесс еще какой-то дяденька, потому что, скорее всего, из сотрудников спецслужб, потому что во время взлета, когда самолет под 45 стоял, он уже ходил по салону с таким стальным взглядом, взгляд сканера. Немножко корейской сосиски. Нормально. Съедобно. Хруст корейской сосиски. Час прошел быстро, но такое ощущение, что самолет может развалиться в любую минуту. То есть он делает какие-то резкие маневры, что-то все прям грубо-грубо на нем происходит. Так мы вроде бы садимся. Сегодня, в принципе, можно и похлопать. Наконец-то мы выезжаем из аэропорта. Activities. So, like for Mr. Lee, tomorrow is the biggest holiday in our country. That is the birthday of the great leader Kim Il-sung, the all-eternal president of the DPRK. Первые ощущения после прилета. Самолет остановился. Во-первых, еще раз хочу сказать по поводу самолета. Старый, очень старый самолет. Во-первых, неудобный. Во-вторых, все гремит, трещит. И третье, реально присутствовал страх, что он может развалиться при посадке и при взлете. Не буду лукавить. Прилетели, остановились в аэропорту, стоим, ждем, пока выйдет первая часть самолета. Никто не встает. То есть, если вы привыкли, я, по крайней мере, привык, что мы куда-то, если прилетаем, все вскочили, все сидят, тихо ждут. Все ждали и боялись. А по прилету видно, что в аэропорту никого нет, аэропорт пустой. Только наш самолет и следующий после нас это туристы. Аэропорт весь чистый, ухоженный, не затасканный, не замызганный, как еще его назвать. Ну, видно, что в него очень редко прилетают люди. То есть он не затертый, не функционирует изо дня в день, можно так сказать. Сразу проверили все, декларация, все проверили, все хорошо. Один раз показал, что у меня есть камеры. Все, покушали. Вокруг нас бегают дяденьки с камерами, снимают. Ну, это в конце, по идее, должны нам дать флешку. Вот, если хочешь, покупай фильм, если не хочешь, не покупай. Съемка в аэропорту запрещена, поэтому постоянно приходилось так. Неудобно. Как только вытаскиваешь камеру или телефон, пытаешься что-то заснять, то есть мне нужно же в горизонтальном виде, сразу несколько пар глаз за тобой следят. Сели в автобус, тоже специально ушел в конец автобуса, чтобы поснимать. Гид увидел. А гиды сели как один в конце и два спереди, то есть полностью контроль. Нельзя снимать, камеру убрал. Уже втихаря достал телефон и, просто, считаю, снимал сбоку. Снимать обычных людей нельзя. Трудяг, работяг нельзя. Снимать можно только улицы, которые разрешены. То есть нельзя показывать страну в плохом цвете. То есть только самые хорошие места. И вот мы когда ехали по этой главной улице, мне уже гид подходит и говорит: вот здесь можешь снимать. Красивые люди, красивые дома, но если внимательно присмотреться к домам, то это старый фасад, то есть издалека это все красиво. Если начинаешь всматриваться, там 1000 дефектов. Видно, что это такое все намыленное, начищенное. И вся улица, получается, откуда мне уже разрешили снимать,
на всех балконах, во всех окнах стоят красивые цветы. То есть на других улицах ты этого не видишь. Вот когда едет турист по главной улице, все красиво и прелестно. Просьба гида фотографии делать возле вождей в полный рост, не обрывками, не кусками, без кривляний, без очков. Это вот первое правило. Второе правило – запрет на съемку местных жителей, только с их позволения. Снимать только, еще раз повторюсь, красивые кадры. Ничего плохого. Снимать все самое лучшее в стране. Не буду лукавить, первые ощущения, что я попал в какой-то большой спектакль. Реально, вот все наигранное, все неестественное. То есть взрослые люди бегают с велосипедами, все идут с цветами. То есть вот как раз мы пока ехали по улице, ну, к монументам, к каким-то картинам, к статуям, ко всему несут все цветы. И при виде туристов кто-то смотрит, кто-то отворачивается. Может быть, для меня это непривычная мимика местных, но моя интуиция меня не обманывает. Что-то тут не так. Но так прекрасный город, на самом деле прекрасный, очень интересно. Первые впечатления, вау, просто много-много эмоций. Сейчас нам дали полчаса, вернее 40 минут заселиться. Я заселился один в номере, не стал там ни с кем делить свое ложе. Поэтому есть время для подзарядки. Спускаемся вниз и едем куда-то экскурсировать по городу. Рум-тур, обзор отеля. Все старенькое, но все чистое. Прям вот реально чисто все. Все ухоженное. Комната, в принципе, большая. Но самое интересное, это вот этот вот патефон. Тумба, в которой есть часы, какое-то радио. Я не знаю, что там внутри. Может быть, там что-то из прослушки. Но нам скрывать нечего. Вид из окна на вечерний Пхеньян. 38 этаж. И наш отель находится на острове. Ну, чтобы мы не смогли отсюда забежать, мало ли что. Такие эмоции я не получал, если честно, даже в Афганистане. Здесь какое-то все новое для меня и такое неизведанное, загадочное. Я, честно, рад, что я сюда приехал. Насмотрелся, конечно, много всякой всячины, литературы, блогеров. Но все равно лучше увидеть своими глазами, как говорится, один раз, чем 100 раз услышать. Я сейчас просто офигел, если честно, под этой тумбочкой. Специально наклонился посмотреть, ну, интересные места, мало ли. И сначала просветил эту коробку всю, куда глаз залез. И под этой тумбочкой стоит камера внизу, маленькая, с инфракрасным излучением. И буквально недавно как раз смотрел камеры, думаю, есть места, где нужна маленькая камера снимать. Я сейчас просто, конечно, в шоке, что я сейчас увидел. У меня были мысли такие, реально просмотреть всю комнату. Вот я просмотрел на свою голову, как говорится. Заснять я ее вам точно не могу. Интересно. Все под контролем, как говорится. Наконец-то наступил вечер. Покатали нас по городу, но это все быстрее и быстрее. Я останавливаюсь поснимать быстрее в автобус. Потом стало темно, и все, и всех повезли на ужин, зашли в какой-то ресторан.
На первом этаже универмаг, на втором универмаг. Кроме нас там никого не было. И кто-то сделал покупки, в том числе и я. Поднялись на 3-й этаж, поужинали и все. Но, честно скажу, что я увидел под вечер. Лица роботов, не людей, а роботов. То есть вот все в таком напряженном состоянии. Вот хочется что-то сказать, но не можешь это описать. Люди как будто на каком-то бале-маскараде находятся все. Я имею в виду местные жители. Я пытался завести разговор с гидом. Говорю, можешь показать мне национальную валюту? Завтра. Можешь показать мне твой сотовый телефон? Интересно посмотреть, как выглядит. Все, завтра. Сколько ты получаешь? Какая твоя зарплата? И на что он мне ответил: зарплата прекрасная, хватает на прекрасную жизнь, счастливую. То есть никакого четкого ответа, естественно, нет на такие вопросы. Ну а сейчас к покупкам, что я прикупил и отвезу домой. Местные напитки. Первое — это водка 25 градусов, не знаю из чего она. Вот там нарисован корень женьшеня. Вторая 30, третья бутылка 30, но это местное пиво. Вот так выглядит местный табачок, тоже в подарок. Все в подарок. Местная рыбка или креветка, еще морепродукты. И все это мне обошлось в $10. На цвет очень красивая. Это креветка. Креветка сушеная. Похоже на наша жигулевская. Легкая. Все здесь легкое, кроме жизни. Если я поймал на мысли, а смог бы я здесь прожить, мне стало страшно. Реально, мне стало страшно. Это не шутки. Далеко не шутки. Вроде бы ты едешь в автобусе, гид, свой мирок. Но стоит присмотреться, становится не по себе. Также заметил, что в большинстве домов нету центрального отопления, потому что все окна потные, запотевшие. То есть это запотевает от того, что там что-то готовится. Немного местного телевидения. Мальчик полненький. Полнота — это признак счастья, считается здесь. Пионер, весь в орденах. Это видно папа. Вот все высаживают сосны. Видите, девушка фотографирует. Ну, отчет куда-то. Значок партии. Все сажают деревья и все счастливы. На всех фотографиях, на всех видео у людей всегда улыбки. Такие елочки я сегодня видел, когда проезжал какую-то деревню. Так, следующий канал. Мультики. Так, это был второй, первый. Здесь Пхеньян показывает. Все цветет. Каналов не так уж и много, в принципе.
Может быть, у нас просто в гостинице есть какие-то ограничения. 采访时就俄乌冲突表示，德国计划向乌克兰提供金牛座巡航导弹。 Ну, как обычно здесь, 英国、法国 все 和 с 美国 ракетами. 都在提供导弹，导弹交付必须得到协调，德国也应该参与其中。莫斯还说，乌军必须摆脱防御态势。金牛座导弹射程达到500公里，是否向乌方提供金牛座导弹？此前在德国国内引发争论。德国看守政府总理舒尔茨此前一直。 Утро раннее, день второй. Вид из окна. Туман. Картина, в принципе, не меняется. Очень свежо на улице. И вот эти вот две штуки допоздна шумят. Одна и вон вторая. А у нас сейчас начинается завтрак. Всем нужно спуститься вниз. Гид посоветовал оставлять чаевые тем, кто убирается в номере, не в виде денег, а шоколадками. Сегодня оставим вот такую вот. Американский Марс. Возьмут или нет? Я думаю, что возьмут. Специально набрал много-много монет, 10-рублевых, дома у меня там штук 40. И потихоньку раздаю. Вчера предложил 4 и только 1 взял. Остальные наотрез отказываются от иностранной валюты. И еще холл. И много лифтов. Сейчас посмотрим вид из окна с этой части. Вот как раз та самая дорога, по которой мы сюда приезжаем. Здесь уже понятно, что мы отрезаны от цивилизации, и отсюда просто так мы выйти не можем. То есть мы всегда под контролем. Видите, вот внизу что-то строили, не достроили. И не достроили, причем давно. И даже завтрак проходит под мелодию коммунистической партии. Сначала кофе, а потом уже свинского свину и лошадь яйца. Не могу, если на завтраке нет яйца. Так заведено было в нашей семье. Курица, яйцо и салаты. Еда как еда. Ничего необычного. С таким местным акцентом. Между прочим, яичница очень интересно пожаренная. Доброе. Надо руколу заценить. Это не рукола. Вкус какой-то моркови. Такое ощущение, что я где-то в пионерлагере нахожусь. И это ощущение меня не отпускает уже сутки. Утренняя прогулка. Только сейчас увидел, что внизу есть забор. К воде даже не подойдешь. То есть территория отеля, она прям сильно огорожена. Вниз спускаться нельзя. Сначала сказали можно, потом сказали нельзя. То есть только в присутствии гида могу я туда спуститься. Гид всегда рядом. От вас он ни на шаг не отходит. Единственное, где можно здесь гулять, это получается вот эта площадка возле отеля. Все. То есть вы должны быть всегда на виду. Если вас потеряли с поля зрения, быть беде.
9 утра начинается экскурсия первая. Сейчас пока сидел на ресепшене, пытался узнать про зарплату. Уже 3-я попытка. Естественно, ответа нет на этот вопрос. То есть всячески уходит от ответа. Здесь сразу начинают не понимать. Нужно спросить у старшей. Старшая подходит. Мы счастливы. То есть все, ответ не получите. Доброе утро. И на меня начинает уже коситься. Что это у тебя за микрофон? То есть они начинают побаиваться. Я уже начинаю сам побаиваться, чтобы меня не тряханули перед выездом на видео. Так у нас сегодня парники и церковь, да? Ну, вроде да. Ну, сейчас, наверное. По плану. Автобус сейчас будет трогаться, и вон тот вот дядька нас снимает. То есть это очень интересный фильм с точки зрения северокорейцев. То есть как мы садимся в автобус, как наш автобус едет. Свой кинематограф местный. Темные очки, моргающий микрофон. Залог успешной проверки на таможне. Покидаем остров. Еще заметил, что любая стройка, это обязательно присутствуют военные. Любые стройки под контролем военных. Машин очень мало. Хотя вчера вечером даже небольшая пробка была. Большая часть номеров это синие. Вообще здесь частного транспорта нету, а если он есть, то все равно он весь оформлен на какие-то государственные учреждения. То есть он должен всегда принадлежать какой-то организации. В основном велосипеды и пешие прогулки. В общем, Корея это такая страна, где нужно читать между строк, как говорится. То есть вроде бы картина одна, но нужно увидеть главное. Хочется задать вопрос, а где все население? Это столица. То, что мы видим, это просто какие-то единичные случаи. Есть на русском, между прочим. Кавалеры высших орденов, почетных званий фонда меценатстолетия, великий вождь корейского народа, товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель, товарищ Ким Чен Ир. В 2006 году знамение бессмертных заслуг великого вождя корейского народа Ким Ир Сена, великого руководителя, товарища, смотрите, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, он выделен. То есть не могут быть они написаны в один цвет. Вот. Вход в церковь. Задал вопрос гиду, какая религия в Корее? Никакой. Мы, говорит, не верим ни во что. Спрашиваю, для кого тогда эта церковь? Для дипломатов, для туристов? Вон батюшка стоит. Наверное, для нас поставили он сзади тех 3 девушек. Якобы они православные. Сейчас мы уйдем, все закроется. Можно поставить свечки. Тетушки спели для нас. Ну, это все прекрасно понимают, что это шоу чисто для туристов. Сейчас мы уйдем и все закончится. Посмотрите на сотрудника, хотел сказать сотрудника, на батюшку или его помощников. Сделал фотографии с тетушками. Мне разрешили. Сначала они, конечно, были в недоумении, но разрешили. Время 10 утра. На улице теплеет. Уже в джинсовочке терпимо. Едем к следующей локации. Я заглянул к этим тетушкам, которые пели. У них там на русском все. Часть на русском тексте, часть на корейском. Ну, опять же, вот в стране нет никакой религии. Но из-за уважения, из-за каких-то партнерских союзов, связей вот, с христианским миром, ну, с Россией. Вот. То есть вот эта церковь, она построена в честь дружеских отношений. И принимали участие там много городов. Чебоксары, Москва, Пятигорск, Бакан.
дружеские отношения, в общем, двух стран. Видите, вот девушка бежит. И я, получается, сейчас направил камеру в ту сторону, где идет ремонт дороги. Гид сразу сказал не снимать, не снимать. То есть любые ремонтные работы не снимаются. Разговаривал с гидом, и он был очень удивлен, что Samsung это Южная Корея делает, и хорошие машины это южнокорейские. Для него это было какое-то открытие. То есть настолько ограничены они в доступе к информации, к мировым новостям. Только местное ТВ. Представьте себе, в Москве, чтобы возле вокзала столько машин было. Как бы ты ни пытался подружиться с гидом, войти к нему в доверие, у них своя волна. Он, в принципе, молод, ему 22 года. Вот мы с ним пока на ресепшене сидели, общались. Вроде вот-вот, все, мы друзья, улыбаемся друг другу. А почему у тебя микрофон горит? Опять сидим, все, спили чашку кофе, опять мы уже друзья. И он иногда, может быть, и хочет что-то сказать, но быстро вспоминает, что ему нельзя много разговаривать. 200 квадратов для ткачихи в центре Пхеньяна, в самом лучшем районе. Иногда хочется пошутить и сказать, вы что, нас за дураков принимаете? Так делать нельзя. Продублируем вопрос, где весь народ? Ну, японские машины, я смотрю, здесь любят. Ненавистные Тойоты. Вовремя я успел убрать камеру. Проезжал Volkswagen, какой-то там реально моднявый Touareg, по-моему. Сидит вояка с айфоном, с 16 или 15. Ну, там, причине. Здесь уже маленькие домики, и здесь вот тоже видно, поближе стоят цветочки. Лицевая часть, фасадная, на главных улицах должна быть идеальной. Чисто убрано, деревья побелены. Масштабы стройки, конечно, поражают, но как только мы выровнялись со стройкой, сразу гид сказал опять никаких съемок, ни фото, ни видео. И второй гид, старший, девушка, сразу встала и начала смотреть, не производит ли кто-то съемку. Ну, хорошие кадры, они пролетают мимо всегда. Даже если вытащишь втихаря камеру из окна, могут военные увидеть и остановить автобус, сказать, он снимал нас. Я не знаю почему, но на всех зданиях, когда выезжаешь из Пхеньяна, какие-то проблемы с крышами. Они прогнившие, кривые, частично обрушенные. И охраняют эти поля военные. Как сказал гид, это фруктовые сады, яблоко, слива, груша. Полностью контролируются военными, то есть они ухаживают за ними. И раз в месяц всем жителям Пхеньяна раздаются фрукты. Ну, есть какая-то норма. Бесплатно. Нас опять снимают. Здесь очень тихо. Я заметил, вообще в Северной Корее много еловых, сосновых, много хвойных деревьев. И сейчас мы ехали
насколько они труженики, что даже среди камней они высаживают яблоневые сады. То есть камни, горы им не помеха. 10 километров от Пхеньяна, когда начинаются вот деревеньки, вот все, что возле дороги, это красиво. Если углубиться внутрь, видно, там такие бараки стоят. На них страшно смотреть. Мне кажется, как и в любой другой стране. У нас не лучше, если залезть куда-то в глубинку. Вот так вот выглядит тигра. Тигринная. Я отстал от группы. Сейчас за мной начнется тотальная слежка. Вот представь себе, я сейчас иду в конце группы, и я вот так вниз беру, спускаюсь и ухожу туда в лес. Что будет здесь? Здесь начнется паника. Куда пропал один турист? Кто он? Что он? Сразу на карандаш. Отстанем от группы. Там экскурсия. Но смотрите, обратите внимание на шапочку вот этого молодого человека. Очень интересная. И, наверное, зависит от должности, от погон. То есть у некоторых они как у российской милиции, вот эта вот папаха, тонкая. А у некоторых толстая, у некоторых какая-то ромбовидная, с каким-то узором. Вообще никого нет. Здесь людей. Никто не приезжает любоваться. Ну а чтобы турист не отставал, всегда есть вот такие вот мужчины, которые нас охраняют. Ну, вдруг мы пропасть захотим. Нет ничего прекрасней, чем увидеть северокорейские парники. Прежде чем зайти в теплицу, вы заходите вот в такой пароконвектомат, а вас обрабатывают горячим воздухом. Ну и чем? Так, ну все. Теперь можно идти. Блин, реально здесь классно. Здесь как в сказке. Красиво. Салаты, салаты, салаты. Да. Не ожидал, конечно, такого. Видите, сейчас в Северной Корее. Дядька военный стоит в белой шапке зимней. Это, наверное, все-таки для туристов вот эти теплицы. То, что именно имеет какие-то производственные мощности, это туда дальше уже. Красиво, сочно. Какие прям кислотные цвета. По-моему, вот эту вот я траву ел, я так и не понял, что это за трава. Сначала подумал, что это руккола, вот сегодня вот эту нам давали штуку. И я не понял вкуса. Здесь такая вот машина, которая вас будет поднимать. Березка. И еще салаты. Ну а здесь что-то, видно, посадили. Надпись непонятная для нас. Видишь, какая почва. Тоже непонятная. Еще парник. Ну, естественно, музыка. Говорят, что под музыку салаты лучше растут. Все движется. 3 гида с нами ходят.
Здесь уже тепло. И опять здесь тоже музыка. Чисто, аккуратно. Здесь растут помидоры. Значит, пока еще все зеленые. Товарищ гид, музыка для кого? Для работников или для растений? Наш корейцы очень любят Музыку. эту песню. Да, это песня о основании нашего государства. 1800 человек работает в теплицах. Я видел от сил 20. Впереди на горизонте 7. Туда прошли 2. И в этом помещении еще 2. Ну и в конце вот такие мы видим помидоры и огурцы. Мне нужно дать интервью. 나갔대요? Да. 그러니까 подожди. 이 사진동 못 있어야 됩니까? 아니면 혼자서 찍어도 됩니까? 있어야지 용어로 통화가나? 아니야 영어 못한다. 영어 못하나? English? Russian. Russian. Окей? по-русски. ты когда 한마디 하지? 아 이거 감상 뭐 여기 있어가지고 번역을 못했으니까. 여기 있어서 한마디만 좀 Here please. 주다. 이거 없이 해야지 말이야. коротко. Да. Мне говорить только хорошее нужно? Или честно, или правду? Хорошие Так. такие. Так, все, я начинаем, да? Выжить. Мне очень понравился данный парниковый комплекс. Люди просто здесь все сказочно выглядят, все счастливы. Играет очень хорошая, красивая музыка, очень чисто. Все здесь просто прекрасно. Добро пожаловать в КНДР. Спасибо. Спасибо. Сейчас попросили туристов написать отзывы, когда выходили из парникового комплекса, из теплиц. И там потом пошел гид проверять, читал отзывы, что написали русские туристы. Потому что они не понимают языка, мало ли там что-то плохое. А потом приедет кто-то из важных лиц и прочитает что-то не то. Видео на память с местной девушкой. Вот в такой красивой форме. Всё. Кино закончилось. Убирают весы, помидоры и огурцы. Никто ничего не купил. Прощай! Проезжаем КПП, и на всех постах, где стоят военные, они отдают честь автобусу. Вроде бы у нас военных нету, или видят, что туристы сидят, но по стойке смирно все приотстаиваются и отдают честь. Выработка до автоматии. Такой стальной взгляд у всех. Мы опять спускаемся в то место, где идет огромная стройка. Будет 100% опять. Прекращаем видео, фотосъемку. Гид привстанет и будет смотреть за всеми. Вот на стройках реально 1000 людей есть. Автобус едет, и все смотрят на него. Люди привыкли к тому, что здесь вообще нет машин. Поэтому мы для них как обезьяны с гранатами. Мы вот сколько едем, уже минут, наверное, 15-20. Не проехала еще ни одна встречка, и мы не обогнали ни одну машину. Если в Пхеньяне много машин, ну, относительно, то здесь их вообще практически нет. Одни велосипеды, военные, гражданские, все на велосипедах. Разница лишь в том, что одни велосипеды простые, другие электрические.
парники. Единственное, что я боюсь, это чтобы, не дай бог, попадет в кадр военный какой-то, высшее руководство, и остановит автобус, и заставит удалить все. Оператор, он же Чон Ли, он же сотрудник, подошел поближе ко мне, через один ряд сидит с камерой. Наверное, его сюда отправили, потому что сейчас начнется тройка, чтобы посмотреть, что я делаю. Впервые приходится снимать в таком формате. Из-под локтя, в уголочке. Началась тройка, только по правому борту. Оператор внимательно и аккуратно боковым взглядом косится в мою сторону. Но он не видит, что я снимаю. Сегодня праздник, сегодня день рождения лидера. Надеюсь, увидим праздничное мероприятие. Какой-то киоск со вкусняшками, но нам к нему нельзя подходить. Мы можем только на него посмотреть из автобуса. А говорят, что в Северной Корее пробок не бывает. Вот самая настоящая пробка автомобильная. И мы в ней стоим. Такие вещи снимать нельзя. Если вот даже фасад закрытый, все равно нельзя. Управляющей компании здесь точно нету. И за фасадами никто не смотрит. Вроде бы центр города, а очень много заброшек. Начинали строить и забрасывать. Уже не первый раз замечаю, что люди идут с 5-литровыми баклажками масла. То есть где-то им его, наверное, выдают. Очень часто встречаюсь. Наверное, там, я не знаю, может быть, месячная норма. Сначала этому как-то не придавал значения, но когда 100 человек попадается за час, начинаешь призадумываться. Когда ты очень сильно ненавидишь Японию, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир всегда за вами наблюдают. Мне интересно, как это 40 иностранцев приезжало, если кроме россиян, даже для китайцев закрыт сюда въезд. Обед у нас в тире. Открывайте, не стесняйтесь. Full глаз, окей? Остался я и мой друг. Остальные все пошли стрелять по мишеням в тире. А мы стреляем по бутылкам с пивом. Ну, обед как обед. Я остался один в столовой. Оказывается, вся группа ворошиловские стрелки. Все стреляют. Жизнь за кадром. Что происходит, когда уходят туристы? Начинается уборка. Цены на самом деле здесь копеечные. Я не знаю, кем они регламентированы, но все дешево. Наконец-то их можно увидеть вблизи. Жизнь за кадром. Она более интересна. Сегодня непонятно, кому шоколадки раздал. Надо было в следующий раз с собой рюкзак кинуть. Буду симпатично только давать. Дал девчонкам 40 рублей. Ну, их тут 4 персоны, по 10
монетками. Испугались, не берут, боятся. Я думаю, я уйду, они их возьмут. Просто на память. На долгую память. Девушки, которые умеют стрелять. Сейчас сделал фотографию со снайпером. Она девушка-снайпер. Разрешила сделать. Вот. Не все разрешают сделать фотографии. Куда-то все пропали. Похоже, остался один я. Наверное, все уехали. Без меня. Следующая наша локация — это... куда мы едем? Опера какая-то. Ну, в общем, что-то с оперой связано. Мы, наверное, не пойдем туда. Мы останемся или в автобусе, или погулять. Но суть не в этом. Только что я видел на перекрестке Ладу Приору. Не успел заснять. Мы поехали, и она в это время повернула налево. Лада Приора в Северной Корее, друзья. Мне начинает эта страна нравиться. На третий день пребывания. Цены, как в Советском Союзе. Китайские жаки. Частный прудик с рыбками. Между прочим, это дерево любят в Северной Корее. Плакучая ива. Одно из любимых деревьев. И все счастливы. Пробовал поговорить с гидом. У него висит значок с двумя фотографиями. Я говорю, за какую сумму ты готов продать этот значок? За $50. Он нет. Я говорю, 100, нет, 200, нет. То есть никогда в жизни они этот значок не продадут. Принадлежность к партийной системе. Для них это как папу родного продать. Ночью выглянул в окно и посмотрел на ночной Пхеньян. Город, естественно, мало освещается, но всегда будут светиться, я не знаю, как это назвать, постамент. В общем, изображение, где два предводителя изображены до Ким Чен Ына. Все они подсвечиваются 24 часа в сутки. То есть, когда есть в этом нужда, они всегда светятся. И вот буквально каждые 500 метров есть такие изображения. Это в городе Пхеньяне. 4:15. Запомните эту цифру. Она будет часто встречаться в моем видео. Троллейбус, в котором 4 человека едут. Страна, большой театр. Так выглядит корейское метро. Станция, не знаем какая, но поход в метро. А какая станция, не сказали? Пролетарская. Пролетарская? Все счастливы. Смотрим лица местных. И все. Как будто под нас рассчитали пустой пролет. Наверное, туристов только по этой станции прокатывают. Наконец-то народ. Особо взглядом никто не хочет с нами встречаться. Или отворачиваются, или смотрят куда-то вперед. Смотрите, никто не посмотрел. Вот прям, чтобы прямо в глаза. Как будто они нас не замечают. Военный сразу отворачивает голову. Прячет лицо. Один только помахал. Дети только машут.
Может, мне в Корее остаться жить? Мысли посещают меня последние 2 дня. Светло. Еще раз. Чистенько. Светло. Все со значками. Практически все. Все счастливы, судя по лицам. До Перова. Мне срочно нужно дойти до конца этой платформы. Смотрите, здесь есть газеты. Местные читают их. То есть какая-то новостная лента сегодняшняя. Вот. Что-то ищет свежее. Туристы фотографируют. Попросил меня сфотографировать, и вот эта вот тетка сразу подошла и смотрит, в каком ракурсе делалась фотография. То есть не должна быть усеченная версия товарищей верховных лидеров. Смотрите, обязательно цветочки возлагаются. Я так понимаю, что ближе подходить нельзя. Ну и не стоит этого делать. Вагоны старенькие. Станция метро Понгва Стейшн. Вагон полностью освободили от местных, чтобы сели сюда туристы. Ну, естественно, так как мы находимся в вагоне, всегда есть 2 фотографии. Ну а там сидят спецслужбы. Хоть через окно посмотреть на местных жителей. Вот этот вот дядька принципиально стал спиной, чтобы не смотрели и не снимали. Там кто-то в военной форме стоит. Наверное, сказал ему встать, закрыть от туристов. Нам сказали выйти. Все на нас смотрят. Ну и здесь, как обычно, красивые картинки, партийные. Дальше женщин нельзя проходить? Да, не. Нельзя? Только здесь, да. Только здесь стоять Да, можно? можно. Они как ограничитель, правильно? Они сложники, да. Воины. Они воины? Метрополитен. Так, это кто здесь у нас изображен? Товарищ Ким Ир Сен. Ким Ир Сен? Товарищ Ким Ир Сен. Да, я уже сказал. Все, пальцем не показывать. Место, где стоят туристы, автоматически освобождается, чтобы могли проехать туристы. Спецслужбисты, КГБисты всегда нас сопровождают. Везде. Абсолютно везде. Даже вагон наш. Сел мужик с газеткой, ну типа перепутал вагон, но было понятно. Его никто не выгнал, он сидел с нами до последнего. Судя по брюкам и ботиночкам, вы, наверное, поняли, кто рядом со мной стоит. Так, типа в телефончике говорят. Конечно, все это доходит до абсурда, но это факт.
25-45 год. Оторвемся немножко от группы. Постоим в стороне. Ну, гиды меня сейчас быстро найдут. Не всех знают в лицо. Уже ищут. Куда же делся этот с камерами. Хожу к гиду и говорю, пойдем в туалет, дойдем. Тут вот 20 метров стоит городской туалет. Нет, ни в коем случае нельзя. То есть мы сейчас пойдем до театра, где место отведено специально для туристов. Ни в коем случае нельзя попасть в туалет, где ты можешь пересечься с местными жителями. Тотальный контроль. Абсолютно все, кто со значками, идут всегда в костюмах или в этой черной, темной форме. Hello. Только начинаешь расслабляться, тебя сразу приземляют. Если внимательно присмотреться к нашей толпе, вот мы идем, там, я не знаю, 20 человек, идут два гида. Один там, другой там. Естественно, толпа это начинает рассасываться потихонечку. Но есть специально обученные люди, которые присматривают за нашей толпой так, невзначай. Они есть, но туристы их просто не замечают. Я сейчас встал со стороны и наблюдаю за картиной, как за нами наблюдают. Товарищ гид мне за сегодняшний день уже раз 40 сказал, что я слишком много снимаю фотографий. И неужели ты так, говорит, любишь фотографии? Я говорю, да, я очень люблю фотографии. Я говорю, ну, редко попадаю в такие страны, мне нужно максимум фотографий делать. Но он не преклонен. Проезжаем ту самую станцию метро, из которой мы уже вышли на поверхность. Светофоры, я так понимаю, не работают, стоят девушки и мужчины, регулировщики. Если внимательно присмотреться, то велосипедисты слазят с велосипедов и начинают идти пешком, ну и, соответственно, катить велосипед рядом. Электрический это, не электрический, неважно. Если рядом есть образы великих вождей. То есть это считается оскорблением, если ты проехал мимо изображения вождя. Есть специальные люди даже, которые останавливают велосипедистов, который, может быть, не увидел. Очень сильный культ личности. Женщины на светофорах как роботы. С первого раза, конечно, не заметил. Никто просто не даст подойти и заснять все ее телодвижения. После того, как мы вышли из тира, где мы обедали, уже возле метро, мне гид отдал мои 40 рублей. Это 4 монетки по 10, которые я раздал официанткам в качестве, сувенира. После того, как все ушли, они позвали его, отдали гиду эти деньги. И он их мне вернул. Они, говорит, не привыкли получать сувениры, подарки от незнакомых людей. Я говорю, окей, а шоколадки же принимают? Но это другое, шоколадки можно. Деньги это чуть ли не подкуп должностного лица. Как-то так это формулируется здесь. Абсолютно все здесь регламентировано государством. Каждый ваш шаг, каждое ваше движение. Дедушка показывает, видишь, иностранцы, есть белые люди, другие не похожие на нас. Нас привезли опять в очередной магазин сувениров и подарков. Я попросился в туалет. Ушли в закулисье. И опять же со мной рядом пошла женщина-гид. Вот она сейчас стоит возле туалета, смотрит, чтобы я не вышел. То есть, если я выйду из туалета, я могу зайти в магазин и могу зайти в какую-то там зону, где люди ходят. Вот она сейчас стоит возле туалета, ждет, пока я выйду. 300 баксов стоит военный костюм. Да. То есть вы можете стать северокорейским солдатом. Все в баксах. Только доллары. Доллары решают все. Продукция повторяется. Вот можно ракету купить. Надувная, что ли? Надувные ракеты. Любимая тема в этих магазинах. Опять же, все в стиле милитари.
Ракеты, вооружение, баяны и женьшень. Женьшень здесь очень много. Шоп-тур закончен. Ну, примерно один раз в день завозят в магазины, где туристы покупают всякую всячину. Я тоже купил. В общем, лего корейская ракета. Не себе, а ребенку. Здесь есть тоже, в принципе, свои плюсы. Смотрите, никакой рекламы, никаких баннеров, только партийные плакаты и только дни рождения лидеров. Все. Теперь вы представляете, какой здесь контроль. 12 тысяч учеников и 1000 педагогов. То есть получается на 12 учеников 1 педагог. И сколько же здесь предметов? Очень хотелось бы, конечно, посмотреть на Северную Корею лет через 10. Ну, если откроются границы, если сюда зайдет мировой интернет, лично мое мнение, это крах системы начнется. Поэтому, в принципе, здесь будет так всегда. Особо ничего не должно поменяться. Вместе весело шагать по просторам. Полный автобус корейский, красавец. Это свадьба? Да, свадьба. А попроси, пожалуйста, вот эту в желтом девушку, чтобы я с ней сфотографировался. Да, у нас в стране, да. Можно? Скажем, мы, наверное, она не согласна. Наверное, ты даже не спросил. Так, наша страна, да, женщина не любит такой. Не любят фотографироваться. Фотографироваться любят, но Не лю- свадебный день, так. А, то, что нас со свадьбы. Мы вдвоем не пошли на концерт. И я стою, общаюсь с гидом. И как только второй мой коллега по туру уходит в сторону, он сразу начинает следить за ним. Так вот выглядят цветы. Это где-то 50 центов один цветок. Это 21 цветок. Оказывается, все цветы, которые здесь дарятся, они вот такие вот искусственные. Ну, самые дешевые. Не снимать такие. Нельзя? Нет, они- Опять произошел стоп-кадр, потому что снимать цветы тоже нельзя. В общем, цветы все искусственные, которые дарятся. И стоят они копейки. Естественно, туристам их впихивают там по $5. В это время, когда я отключил камеру, подошла девушка. То есть цветы берутся в аренду, делаются фотографии и опять переносят. Такие моменты тоже снимать нельзя. Самое главное, пока мы сейчас с ним стояли, что-то зашел разговор. Я говорю, а как вообще попадают эти машины сюда? Я говорю, Япония же враг номер 1. Они говорят, да. Я говорю, а вот как стоит вот? А там рядом стоят 2 Toyota Camry и все автобусы Toyota стоят. Это китайские, это не японские. Я говорю, в смысле китайские? Люди глупо верят, что это все производит Китай, друг. Мне кажется, в первый день даже больше было разрешено как-то производить съемку. А сейчас он видит, что вот эта штука у меня моргает синяя. И он прям начинает следить за мной. Так, сейчас еще 2 мероприятия и на сегодня хватит.
общем, блогер здесь как шпион должен работать. Потому что очень тяжело собирать материал. К телефонам еще так относятся. Опять же, если на телефон повесить микрофон, который будет тоже как прибамбас висеть, все. На каких-то производствах. Но вы их увидите всегда на площадях, где идут репетиции. Каждый день что-то репетируют. Какие-то парады. То есть любые танцы, любые мероприятия к чему-то всегда приурочены. И они здесь происходят без остановки, причем. Постоянные репетиции. Репетиции — это неотъемлемая часть жизни гражданина Северной Кореи. Какие-то делегации везут с какого-то мероприятия. И вот впереди проехал 10 автобусов с женскими национальными костюмами. И, наверное, автобусов 5 мужиков всех, тоже в строгих костюмах. Туристу одному нереально здесь ходить. Я даже не представляю себе. Например, я сел на велосипед и поехал один. Даже если один, все темное, чтобы особо не выделяться, все равно мой путь будет короткий. В течение 20 минут меня найдут и вычислят. Наверное, на сегодня, я не знаю, предпоследнее мероприятие. Последнее. Но такое ощущение, что нас возят по кругу туда-сюда. Там, где можно пройти пешком, нас везут на автобусе. Минимум контакта, минимум связи с местными жителями. Мне кажется, один только он не задал мне вопрос, почему ты так много видео снимаешь. Умел бы, наверное, спросил. This is camera, yes. Камера. Yes. GoPro. Yes. GoPro. Pro. DJI GoPro. Так, здесь вот по-русски написано более подробно. Так, великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советскими народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. Но это обязательная часть к посещению. Тир, где местные стреляют. Но туда не подойдешь. Гид как оборотень сразу окажется рядом с тобой. Вечереет, холодает. Заметили, в спортивных костюмах только на спортплощадках, на каких-то физкультурных мероприятиях. Просто так никто не придет. Ни у одного человека нет джинс. Ни у одного. Только темная одежда. Хотели увидеть тысячи людей. Вот они, тысячи. Настоящие северокорейцы. Пионеры. Андаторовые воротники. Сейчас нас, наверное, сюда опять приведут. Уже поближе к Триумфальной арке. Мы сегодня были здесь. А туда, где выходят тысячи людей, нас не ведут. Нас поднимут наверх. Вот эта тетка. Товарищ Ким Ир Сен. Тоже он. Это, по-моему, товарищ Ким Чен, верховный главнокомандующий. Это же товарищ Ким Чен Ын. Так. Вот они, тысячи. Какой-то парк аттракционов. Стадион. Товарищ гид. Вот она, центральная улица
количество машин. Сейчас получается час пик. Красота. Да и только. Строится город, строится. Все равно, мне кажется, стареть быстрее получается в этих новостроек. В общем, все как всегда. Благодарность полководцу Ким Ир Сену. Представьте, сколько здесь тысяч человек одновременно. На улице холодно, чтобы вы понимали. Вот в рубашечке плясать это не очень сейчас весело. Мы в толстовках мерзнем. Зомби-ленд. Марс забрали и пожелали good night. В общем, неважно, это Аленка или Марс, или американцы, все равно съедят. Пожелаем им приятного аппетита.